Каждый год Париж принимает больше 30 миллионов гостей. Город света, город любви, самая красивая улица мира — Елисейские поля, а под их ногами, в темноте, лежат кости 6 миллионов человек. Туристы фотографируют бульвары, не зная, что под мостовой тянутся километры тоннелей, забитые черепами и костями. Там, в одном ряду, лежат останки Робеспьера, Д'Антона и сказочника, написавшего «Золушку». Целое подземное царство мертвых под городом живых. Как они там оказались — отдельная история, и мы к ней придем. Но это лишь одна из тайн города, который много раз перестраивал и стирал сам себя. Потому что нарядный Париж бульваров, который ты представляешь, моложе, чем кажется. А под ним лежат слои других, прежних Парижей — римского, средневекового, грязного и тесного. Чтобы понять, как из них вырос сегодняшний город, надо вернуться к началу, к маленькому острову на реке. Веками ранний Париж можно было только воображать, по летописям, раскопкам и старым гравюрам. Но теперь с помощью ИИ, обученного на исторических изображениях, мы можем увидеть его таким, каким он был. Римская лютеция, готические шпили над грязью, город под снос, бульвары Османа. Все началось с острова. Посреди Сены, там, где река разливается широко, лежит длинный лесистый остров, будущий Сите. На нем еще до римлян сидело кельтское племя паризиев. Они жили рекой. Их торговый флот ходил по Сене за 100 лет до прихода Цезаря, возил олово, лес, зерно и брал пошлину с каждого, кто пересекал реку по их мосту. Остров посреди воды было легко защищать, а река кормила. Вот и весь секрет места. В 52 году до нашей эры римляне захватили остров. Полководец Цезаря Лабиен разбил флот паризиев в 50 лодок. И на месте кельтского поселения римляне построили свой город — Лютецию. Они спустились с острова на левый берег — высокий, сухой, известняковый. Правый берег был болотом, его пока обходили. На склоне холма поднялся амфитеатр на 17 тысяч зрителей. Вдумайся, амфитеатр вмещал больше людей, чем во всем городе тогда жило. Римляне строили на вырост, с запасом на империю. А внизу шумели термы. Под сводами, которые стоят в Париже до сих пор, плескалась вода, поднимался пар, пахло разогретым камнем, тем самым лютецианским известняком, из которого потом построят полгорода. Воду гнал акведук за 26 километров от южных источников. Эти термы и амфитеатр потом уйдут под землю, и однажды над римскими сводами встанут лавки зеленщиков, а покупатели и не вспомнят, что ходят по баням императорского города. Так и будет всегда. Каждый новый Париж ляжет поверх прежнего. Лютеция была обычным римским городком на краю империи. А потом империя рухнула, и город побежал назад, на остров. Когда Рим пал, по гальским дорогам пошли варвары. Открытый левый берег с его термами и амфитеатром стал опасен. И жители Лютеции сделали то, что делает всякий город под угрозой. Сжались в самое защищенное место. Они вернулись на остров. За 300 лет город потерял больше половины жителей, с 80 тысяч до 30. Амфитеатр забросили, его камни позже растащат на стены. Великий город съежился до клочка земли посреди реки. Но именно остров его и спас. Когда в 885 году к Парижу подошел флот норманнов, 700 ладей, горожане перегородили рукава Сены тяжелыми цепями на поплавках и отбились. Вода, что когда-то кормила паризиев, теперь стала крепостным рвом. Город выжил, вцепившись в свой остров, как в спасательный круг. А выжив, начал расти заново. И на этот раз так, что стал крупнейшим городом Европы. В середине XIII века в Париже жило больше 200 тысяч человек. Цифра по тем временам невообразимая. Ее передавали образами, как зерен в колосе, как волос на голове.
город перерос остров и растекся на оба берега. И у каждого берега нашлась своя роль, которая держится по сей день. Остров – власть. Левый берег – университет, Сорбонна, латынь школяров. Правый – осушенный, наконец, от болот – торговля, рынок, деньги. 3 Парижа в одном. И чтобы защитить эту громаду, король Филипп Август около 1190 года обвел город первой настоящей каменной стеной, 10 метров высотой с десятками башен. А у западных ворот, чтобы прикрыть слабое место, поставил крепость с круглым донжоном. Крепость назвали Лувром. Внутри стен поднимался собор, который будут строить дольше, чем живут 5 поколений. Нотр-Дам начали в 1163 году и закончили только через 182 года. Человек, заложивший первый камень, и человек, увидевший последний, были разделены почти 2 веками. Над островом, над лесом, мачт и колоколен встал готический корабль с аркбутанами и витражами размером с дом. Но красота кончалась за порогом собора. Средневековый Париж был тесен и страшно грязен. Узкие кривые улицы, нечистоты текли прямо под ногами, повсюду навоз, грязь, попрошайки. Уродливые черные дома, воздух полный смрада. Так его запомнили. Люди ходили по городу, перешагивая через отбросы, а над этой грязью гремел мост. Мост Нотр-Дам застроили домами в 6 десятков штук с золотыми номерами на красном фоне. По нему день и ночь грохотали тяжелые телеги, скрипели ворота, кричали торговцы. Жить на мосту над рекой считалось престижно, пока его не сносило очередным паводком. Город пухнул, и королям приходилось обводить его все новыми стенами. В XIV веке король Карл V протянул новую стену по правому берегу, почти 5 километров, от Лувра до Восточных болот. А чтобы прикрыть восточные ворота, построил мощную крепость с 8 круглыми башнями. Ее назвали Бастилией. Запомни это слово. Через 400 лет эта крепость решит судьбу страны. А пока город кормился с одного огромного брюха, рынка Ле-Аль, чрево Парижа, как назовут его потом. Сюда на рассвете тянулись бесконечные вереницы телег, гора капусты росла рядом с горой рыбы, живые лангусты издыхали на мраморе, кровь со скотобоин текла по мостовой. Город ел, и звук этого был слышен за кварталы. И этот растущий, шумный, грязный город то и дело захлебывался в собственной крови. В ночь на 24 августа 1572 года ударил колокол церкви Сен-Жермен. По этому сигналу Париж заперли для чужаков, и началась резня. Варфоломеевская ночь залила улицы кровью протестантов. Город, умевший кормить и строить, умел и убивать, быстро и оптом. Из этой крови поднялся король, который впервые стал лечить город как врач. Генрих IV дал Парижу первый мост без домов – Пон-Нёв. Это звучит мелочью, но это был переворот. Впервые с моста открылся вид на реку и город. Парижане впервые увидели свой Париж целиком, не сквозь щель между лавками, а во всю ширь. На мосту толпились зубодеры, акробаты, торговцы. Внизу несла воды сена. Но не успел город расцвести, как его бросили. В 1682 году король Людовик XIV собрал двор и уехал за 20 километров в Версаль. И Париж на 100 с лишним лет остался без короля. Самый большой город Европы отдали самому себе. По улицам ходила злая молитва-пародия «Отче наш, иже еси в Версале, не светится имя твое». Король глядел на свои фонтаны в загородном дворце, а столица варилась в собственном соку, росла, грязнела и копила злость.
И вот эта брошенная столица к XVIII веку стала самым большим и самым грязным городом мира. Пока король гулял по Версалю, его столица гнила. Один писатель, Мерсье, прошел этот Париж улицу за улицей и записал все. Картина вышла чудовищная. Представь обычное утро парижанина. Ты выходишь из дома в кромешную грязь. Перейти улицу в тонких туфлях, не утонув, считалось особым городским искусством. Мимо проносится карета, чуть не сбив тебя насмерть. Кареты давили пешеходов почти каждый день. С боковой улочки бьет трупный смрад скотобойни. А дома ты пьешь воду из колодца, не зная, что в него просачиваются нечистоты из выгребных ям, и что на этой же воде пекарь замесил твой хлеб. Над всем этим стоял гул тысячи кафе. Их к концу века было больше 1000. За чашкой кофе в дыму табака парижане читали памфлеты и спорили о политике. Город задыхался в грязи, но именно в этих прокуренных залах зрело то, что скоро взорвется. И посреди города гнило самое страшное место – кладбище невинных. Вот мы и вернулись к костям, с которых начали. Маленькое городское кладбище хоронило парижан 800 лет и переполнилось так, что земля поднялась на 2 метра выше улиц, а трупный запах травил весь квартал. Однажды стена не выдержала, и разложившиеся тела вывалились в подвалы соседних домов. Терпеть было нельзя, и в 1786 году кости стали вывозить ночами на телегах под черными покрывалами в старые каменоломни под городом. Так под Парижем родились катакомбы, подземный город мертвых из 6 миллионов скелетов. Те самые, под которыми сегодня ходят туристы. А вы знали, что знаменитые катакомбы Парижа начались с переполненного кладбища? Напишите в комментариях. Для многих это полная неожиданность. Но грязь и кости были только симптомом. Город задыхался, и злость копилась, пока не прорвалась. 14 июля 1789 года толпа пошла на Бастилию, ту самую крепость Карла V. Ее штурмовали как символ королевской тирании, хотя внутри сидели всего 7 узников, 4 фальшивомонетчиков, 1 распутный дворянин и 2 сумасшедших. Это не важно. Важен был камень. Крепость начали разбирать в тот же день и растащили по камешку, торгуя обломками, как сувенирами. Король потерял не тюрьму, он потерял твердыню в сердце города. А дальше Париж сам стал эшафотом. На площади, что сегодня зовется Согласие, поставили гильотину. За 10 месяцев террора в одном Париже казнили 3000 человек. Кровь у помоста не успевала впитываться, барабаны заглушали крики, толпа считала головы. Здесь сложили головы и король с королевой. Но больше всего революция перекроила сам город, его камни. Улицы переименовывали на ходу по нескольку раз. Церкви, еще вчера святыни, превращали в склады и храмы разума. С Нотр-Дама сбивали головы каменным королям, а сам собор был так заброшен, что его едва не продали на слом, как груду камня. В королевской усыпальнице Сен-Дени вскрыли могилы и вытряхнули кости французских королей прямо в общую яму. 1000 лет монархии высыпали на землю за несколько дней. Вернувшийся из эмиграции писатель застал чужой город, пустые колокольни без колоколов, кладбища без крестов, обезглавленные статуи святых. Революция не просто сменила власть, она стерла с города его прежнее лицо. Из этого хаоса вышел человек, который любил порядок – Наполеон. Он начал приводить столицу в чувство физически. Впервые за всю историю в Париж провели чистую воду по новому каналу. И горожане, веками пившие из мутной сены, смогли наконец умыться. Он одел берега реки в каменные набережные, поставил триумфальную арку.
Но в глубине Париж оставался прежним, средневековым лабиринтом узких, темных, гниющих улиц. И этот лабиринт стал смертельно опасен. В тесных кварталах без воды и воздуха вспыхивала холера. Одна эпидемия выкосила тысячи за считанные месяцы. А узкие улицы были раем для бунтовщиков, их легко перегораживали баррикадами, и власть теряла контроль над городом снова и снова. Старый Париж убивал болезнями и грозил мятежом. Ему нужна была не починка, ему нужна была операция. И в 1853 году нашелся хирург. Его звали барон Осман. И он сделал с Парижем то, чего не делал с городом никто. Снес его и построил заново. Это была война против старого мира. Люди уходили утром на работу, а вечером не находили своей улицы. Ее уже не было. Вдумайся в цифры. Осман снес 27,5 тысяч старых домов. Больше, чем вообще стояло в Париже в средние века. Сквозь древний лабиринт он прорубил прямые широкие бульвары, обсаженные липами. И прорубил их с двойным умыслом. По широкому прямому бульвару свободно течет воздух и свет против заразы. И также свободно катится артиллерия против баррикад. Красота, гигиена и контроль в одном чертеже. Вдоль бульваров поднялись одинаковые шестиэтажные дома из светлого известняка с коваными балконами и цинковыми крышами. Вот он, тот самый вечный Париж с открыток. Ему нет и 170 лет. Его прорубили сквозь живое тело старого города, и поэты оплакивали Париж, который Осман убил. Полвека город стоял сплошной стройплощадкой. Пыль, грохот, обнаженные стены снесенных домов с обрывками цветных обоев, где еще вчера жили люди. А под бульварами инженер Османа, Бельгран, проложил то, чего город не имел никогда — современную канализацию. Сотни километров подземных тоннелей, целые реки нечистот, упрятанные под землю. Та самая грязь Мерсье, что веками текла по улицам, наконец ушла вниз. А над новой оперой случилось чудо. Когда рыли котлован, наткнулись на грунтовые воды, откачать их не смогли, и заперли в подземном резервуаре. Под оперой Гарнье до сих пор плещется рукотворное озеро. Позже один писатель поселит в нем своего призрака оперы. Если эта история тебя зацепила, поделись видео с друзьями. Это очень помогает нам делать новые. Город Османа стал таким красивым, что его захотелось показать всему миру. К Всемирной выставке 1889 года инженер Эйфель поставил над Парижем железную башню в 300 метров. Самое высокое сооружение на Земле. Парижане были в ужасе, называли ее уродливой и требовали снести. И вот что почти никто не знает. Башню и правда собирались снести. Ее построили временно, на 20 лет. Спасло ее радио. На верхушке поставили антенну, и сносить стало жалко. Так временная башня осталась навсегда и стала лицом города. А на холме Монмартра, среди старых мельниц и виноградников, поселились художники. Там пахло скипидаром и масляной краской, и рождалось новое искусство. Под землей пустили метро с коваными зелеными арками. Париж вступал в новый век самым модным городом мира. Этот блестящий город прошел через испытания 20 века. В 1940 году в Париж вошли немцы. Город замер на 4 года, темный и тихий. Бензина не было, и по опустевшим улицам, где раньше ревели моторы, теперь раздавался только скрип велосипедных цепей. Появились велотакси, худые французы крутили педали, везя в тележках откормленных оккупантов. Великий город катали на велосипеде, а после войны Париж снова потянулся вверх и вширь. На западной окраине вырос стеклянный город башен Ла Дефанс, новый деловой район, где ветер свистит в гранях небоскребов. А в самом сердце старого города открыли здание, вывернутое наизнанку. Центр Помпиду с трубами и эскалаторами, вынесенными наружу, на фасад. Парижане были в шоке, как когда-то от Эйфелевой башни.
Старый камень и дерзкое новое снова встали рядом, как вставали всегда. И сегодня, если пройти по Парижу, вся его жизнь стоит слоями. Остров Сите, где сидели Паризии, термы римской Лютеции под бульваром, обломки стены Филиппа Августа во дворах. Нотр-Дам, который горел в 2019-м и которого отстроили заново за 5 лет, как город отстраивал себя всегда. Бульвары Османа, железо Эйфеля, стекло Дефанса. А глубоко под всем этим – катакомбы. 6 миллионов парижан, что жили в прежних, исчезнувших Парижах, лежат под Парижем сегодняшним. Мы начали с города света, под которым лежит царство мертвых. Теперь ты знаешь, что это не жуткая случайность, а просто еще один слой. Париж много раз стирал и перестраивал себя. Сжимался на остров, тонул в грязи, шел под снос Османа и каждый раз поднимался заново, красивее прежнего. Тот же остров все так же лежит посреди Сены, где Паризии когда-то брали пошлину с моста. А над ним стоит город, переживший Рим, варваров, революцию и собственный снос. И остается самым красивым городом мира. Если вам понравилось это путешествие сквозь века, подпишитесь, это очень помогает каналу. Впереди новые города, которые мы вернем к жизни. А в комментариях напишите историю, какого города показать следующий.